Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Приближаются новогодние праздники. Всех с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. Наступает приблизительно середина зимовки. Ну, это чуть позже будет, но почти, уже скажем так, почти. У нас в наших краях конец февраля пчелы уже начинают выращивать расплод. Уже там первые облеты очистительные проходят и начинают выращивать расплод. Поэтому, ну, где-то уже, я говорю, к середине мы приближаемся. Температура, ну, такая, плюс 5 градусов. Выпал немножко снежок. Вчера целый день дождь шел. Ну, вот немножко снег еще остался, но плюсовая температура. Давно не смотрел пчел. Какую работу? Хотя бы раз в месяц необходимо чистить от подмора нижние литки, чтобы не забивались, поступал туда им воздух, приток воздуха. В этом году у меня пчелы зимуют с закрытыми верхними литками. Полностью закрыты верхние литки. Поступает воздух им, значит, здесь нижний литок полностью открыт, только стоит защита от мышей. Вот. И тут, конечно, погибающие пчелки иногда сами подходят сюда и, ну, выбрасываются из улья. Иногда застреют, вот как эта пчелка. Если их много здесь накапливается, вот они могут перекрыть туда доступ вентиляции. Да, может быть проблема и сырость, и могут быть и другие проблемы. Для того, чтобы дополнительно была вентиляция, я вот здесь показать в ульях, во всех ульях сделал такие отверстия с обратной стороны по углам. По углам там, где сама сырость. Ну, порядка где-то 12-14 миллиметров. Такие отверстия, они зарешочены. Вот здесь по углам. Вот, и так в каждом улье. То есть, если вдруг забьется литочек с той стороны, то немножко вентиляция все равно будет у них. Вот. Ну, что, хочу пройти беглый такой осмотр сделать. Какое у них состояние, насколько они поднялись вверх. Ну, дай бог, чтобы все были живы там и в хорошем состоянии. Ну, сейчас посмотрим. Ну, и так, смотрим, что у них там делается. Вот здесь сразу, если камера покажет вниз, видно подмор. Подмор пчелок. Вот такое количество подмора. Вот они стараются где-то или полностью из улья сами выходить, умирающие пчелки, или где-то в сторону. Они поднялись наверх. Смотрим. Видно? Ну, это совсем тут их мало, совсем. То есть, было, конечно, их больше. Ну, вот такой клубочек. Дай бог, чтобы сильных морозов не было. И смогли они перезимовать. Конечно, очень мало пчел. Очень. Ладно. Живы. Нормально. Идем дальше. Смотрим здесь. Так, здесь тоже вот сырость немножко. Выращивали расплод. Тут чуть сильнее семейка. Раз, два, три, четыре, пять, 6 улочек, 7. Седьмая вижу улочка, 7 улочек. Ну тоже не сильно. Подмора чуть-чуть больше. 7 улочек. Ну ничего, пусть зимуют. Это они только вот еще полностью наверх не поднялись. Еще им идти до задней стенки. То есть меда тут достаточно у них. Ничего я им делать не буду, но как бы вот такое состояние. Вот чуть-чуть тут сырость есть. Чуть-чуть сырость. Видно. Влага. То есть вентиляция есть, но все-таки чуть-чуть недостаточно, я бы сказал. Ну, по углам сухо. Вот если посмотреть здесь этот угол. Вот обычно вот такие углы сыреют. Вот это, тут угол. Ну, сухо. Вот, поэтому как бы я думаю, что нормально. Так, здесь что у нас делается? Ну, тоже немножко есть. Пчелки там подмор. Вон видно, если туда вглубь. Вот. Так, и смотрим, что тут, сколько их дядек. О, оно. Так, раз, два, три, четыре, пять улочек, да, 5. Ну, такое, поднялись тоже наверх. Ну, небольшой, клуб небольшой. Я говорю, семьи у меня в этом году, конечно, слабенькие. Ну, что сделаешь. И клещ поработал, и я отводки делал, пасеку расширял, трусил постоянно на нуклеусы, то есть я их постоянно тут, можно сказать, грабил. Так, тут что? О, тут что-то активные даже. Тут полностью все улочки заняты, ну пчелки что-то активные не будем. А, ну правильно, я крышку сорвал, оно тряснуло и все. Вот это почему лишний раз нельзя их беспокоить.
Ну это я так, чисто себе посмотреть. Видео снять и, ну, обязательно почистить надо будет мне. Вот, а так, то, конечно, все мы смотреть не будем. О, тут наверху. Тут наверху раз, два, три, четыре. 4 улочки наверху. Ну ничего, тут идти до задней стенки им есть. Еще. Ну, поподымались, конечно, поднялись. Так, а ну тут есть. А ну этот на украинскую рамку. Сейчас тут посмотрим, что делается. Тут тоже только нижний литочек открыт. А ну тут. О, тут их и не видно, там в глубине где-то. Вот я вижу их, ну там внизу они, внизу. Ну на украинскую рамку, конечно, зимовка лучше. Если меда достаточно, то они поднимаются наверх уже аж к концу весны. Вот тут тоже на украинскую рамку. Ну тут посмотрим. Ну не к концу весны, я извиняюсь. К началу весны они поднимаются вверху. Уже когда расплод. Так, а ну. Ну тут чуть выше. Ну тут может расплод был, а вы выращивали. Чуть выше оказались. Но все равно они еще, основная масса еще там. Так, ладно. Ну что? Кого еще посмотреть? Ну тут на украинскую рамку. О, нету. Там глубоко. Там где-то в самом низу. Вот такое. Ну что, в целом нормально. В целом нормально, можно сказать. Как для середины зимовки. Тут я даже и утепление не раскладывал еще. Ну тут более тепло. 2 семьи зимуют. Тут даже если утепление разложить, то будет немножко сырость. Поэтому так лучше вентиляция. Тут им и так тепло. Вот. Ну что, сейчас пройду, покажу чистку подмора. Вот несколько семей, несколько ульев я сейчас покажу. Чистку подмора. Ну, делать, конечно, это надо очень осторожно, потому что вот там крышку открывал и сразу в каком они оказались в возбужденном состоянии. То есть надо, чтобы меньше шорохов, особенно ударов. Вот, но почистить надо, я же говорю, насколько уже там тщательно. Ну, вот видите, есть и крошка, вскрывают. Вот видно крошка, вот сюда, если показать. Крошка, вскрывают крышечки. Вскрывают мед, соты и потребляют мед. Крошка остается, падает на дно вместе с подмором. Вот так. И, конечно, если сюда ближе набирается много подмора, вот забивает вот это вентиляционное отверстие, литочек нижний. И если нету других вентиляционных отверстий или слабые, то вот и начинается проблема. Сырость появляется. Могут и запаниковать, поднять температуру, если вдруг там солнышко где-то, они захотят на облет, а тут забито подмором. Так, ну, вот такое количество. Я же говорю, я сильно не буду там их тревожить. Там чуть-чуть подмора выгреб где-то ближе. Ну так, следующее. Вот, некоторые тут прямо в самом возле литочка. Так. Ну, тут крошки больше. Вот, видно крошка? Вместе с подмором. Да, есть подмор, есть. Ну, куда же без него? Естественный процесс. Старые пчелки отмирают, молодые. Те, которые последние вышли. Их задача как можно дольше прожить, дожить до весны и дать новое поколение пчелок вырастить себе замену. Вот так. Ну, вот такая вот работа.
Вот почистил подмор, вот получилась такая кучка. Много это или мало? Ну, если со всех семей, то в принципе это и немного. С каждой семьи там по чуть-чуть кучка насобиралась. Вопрос такой, если бы я не чистил, допустим, перезимуют или нет? Я думаю, что перезимуют. Там, в принципе, не было так сильно забито литочки. И тем более вентиляция есть и через крышу, и сзади я посверлил отверстия. Ну, конечно, если есть возможность, желательно почистить. Одну семью, вот я хочу показать, самая-самая, вот это, пожалуй, у меня самая слабая семейка. Почему так получилось? Значит, тут я подсаживал маточку, покупал, как племенную. Но она погнала трутовый расплод, и мне ее обещали поменять в следующем году. Семья сильно просела, но все-таки жалко ее было расформировать. И как раз была маточка у меня еще одна. Я ее сюда подсадил, и она уже чуть-чуть еще успела подчервить. Просела, конечно, сильно. Вот перезимуют, нет, ну вопрос. Очки запотели. Сейчас я попробую. А без очков уже ничего не вижу. Ну я хоть так протру их. Так, сейчас посмотрим. Вот. Что собой здесь представляет. Так, раз, два, три улочки. Вот это на 3 улочки. Такая семейка. Ну, не знаю. Я что-то уверен, что и эти должны перезимовать. Сильных морозов у нас не бывает. В принципе, утепление здесь есть. Сверху у них сухо. Меда достаточно. Ну, должны перезимовать. На этом все. Пишите в комментариях, у кого как проходит зимовка. Какие результаты на сегодняшний день. Ну и всем хорошо дозимовать. Хороший, уже можно сказать, что второй половины зимовка, которая вот-вот наступит. Удачно всем дозимовать.